Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Да, вижу, что в прямой эфир я вышла, трансляция пошла. Вроде все хорошо, вроде качество на YouTube нормальное. Ну что, приветствую вас. На 30 минут мы вместе. За 30 минут вы видите телефон. Да, вот здесь вот наверху вы можете мне позвонить, прислать сообщение, прислать ваш вопрос, написать в чате. Чат у нас находится справа, его вы тоже видите. И вы можете спокойненько мне спросить то или иное. Почему я сейчас немножко в таком раздрае, как обычно, потому что сейчас только что слетел, прям за 5 минут до начала слетел столик, на котором держался компьютер, и вот он у меня сейчас держится на кастрюльке. Вот это вот минусы офиса, такой домашней жизни, что-нибудь когда-нибудь сломается. Смотрите, для чего мы открываем онлайн-агентство, сейчас 5 минут, немножко, да, расскажу про себя, те, кто меня видит в первый раз, ну, кто меня видит не в первый раз, а внимательно за мной наблюдает, комментирует видео, вам огромнейшее спасибо, и я вас тоже вижу. Так вот, ребят, меня зовут Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно, но вот время идет, и, Людмила, привет, я так рада тебя видеть, давно тебя не было. Сейчас такое время, как раз, знаете, пересменка называется, сейчас все отдыхающие уезжают из Испании, и время покупок начнется недели через 2, да, ну, подбирать уже сейчас можно, готовиться к покупке тоже можно прямо сейчас, но есть время поговорить о том, для чего мы покупаем недвижимость, и, как правило, большинство людей покупают недвижимость нацеливаясь на то, что когда-то сюда переедут. То есть и это правильно. Мы уже говорили в наших предыдущих видео, то есть мы с вами встречаемся уже месяц, и мы с вами говорили о том, что работать за рубежом нужно, ну, не обязательно на низкооплачиваемых должностях, что работа за рубежом, если мы меняем что-то, мы растем, то есть у нас происходит трансформация, мы переходим на другой уровень, и хотелось бы улучшить качество жизни, поэтому нет смысла переезжать за рубеж и работать на низкооплачиваемых работах, потому что у вас нет документов, потому что никто легально на работу не берет. Об этом говорю не только я, об этом сейчас выходит масса роликов, много ютуберов, много ребят, которые... взрослых ребят, мужчин, женщин, ну, опять же, да, молодых и всяких разных, об этом говорят. Сейчас уже период эмиграции в нашу страну, в Испанию в частности, ну, там достиг 25-летнего возраста, то есть уже выросло новое поколение, люди, совершенно новые, дети, подростки закончили университеты, то есть у нас появились свои юристы, свои экономисты, то есть в принципе, вот это то время, когда появились эксперты, которые действительно на собственном опыте, на опыте своей семьи могут вам рассказать, порекомендовать, помочь, да, что и как сделать. Причем услуги, вот сейчас у меня подружка отдыхает из Томска, и она меня просила говорить более конкретно, что делается, да, как помощь, и какая услуга оказывается платная, да, и, в общем-то, все об этом спрашивают, сколько стоит, кому платить, кому не платить, ну, и об этом мы тоже говорили в предыдущих видео, то есть, если вам говорят, что все совершенно бесплатно, то стоит немножечко задуматься. Я настаиваю на том, что при переезде, при покупке недвижимости мы прежде всего должны искать партнера. Кто такой партнер? Это не тот человек, который все сделает за вас, а кто-то ему за это заплатит. Ну, это просто такая душещипательная тема, поэтому я хотела еще раз про нее сказать. То есть партнер – это тот, кто разделит ваши чаяния, кто разделит ваши планы, но при всем при этом они должны у вас быть. То есть если их у нас нет, если мы приезжаем сюда в надежде на то, что за нас кто-то что-то решит, то мы сами себе подписываем билет назад. То есть через какое-то время придется отсюда уехать, потому что что-то не получится. Что такое партнерские отношения? Партнерские отношения, когда вы договариваетесь, когда вы нанимаете человека на работу, да, он у вас наемный работник, вы ему платите зарплату, вы ему платите социал, ну, опять же, да,
предостережение перед отъездом. То есть вы этого человека на какой-то период берете под свое крыло. То есть, но вы за него отвечаете как финансово, так и морально. Когда вы переезжаете за рубеж, когда вы организовываете свой быт, при всем при том, что очень мало людей подготовлены, очень мало людей приезжают со знанием языка, наоборот происходит. Люди приезжают с детьми, приезжают с домашними животными, без квартиры, без понимания того, когда нужно приезжать. И вот происходит такая странная ситуация, что никто не хочет, то есть когда вы смотрите нас по телевизору, да, наверное, складывается впечатление, ну, опять же, в качестве рекламы, многие говорят, там, приезжайте, мы вам поможем, и очень маленькая часть людей, консультантов, опять же, блогеров говорят, что, ребят, любая работа, она стоит денег, и вы должны быть к этому готовы. Поэтому как выстраивать партнерские отношения, помощь, ваш план, наша помощь, опять же, договариваться нужно договариваться конкретно с людьми, которых вы понимаете, которых вы видите, которые вам симпатичны, которые каким-то образом энергетически вам подходят. Ну, какая-то вот такая должна быть история. Но эту историю, как я говорю всегда, должны выстраивать вы. Никто за вас ее не выстроит. У каждого свой бизнес, который он закручивает под себя и со своей выгодой. А мне бы очень хотелось, серьезно, очень хотелось, чтобы вы приехали с четким планом, с четким пониманием того, что вы делаете, чтобы у вас уже была какая-то поддержка, чтобы вы понимали, сколько вы заплатите за ту или иную услугу, и чтобы это входило в ваш финансовый план, и тогда и чтобы он у вас был, потому что вы знаете, что я провожу диагностические консультации, и, естественно, мы по 40 минут, по 1,5 часа, с кем-то по 2 часа обсуждаем именно чаяния ваши, не мои желания там и хотения, то есть у меня есть своя миссия. Да? И я не случайно написала, видите, в уголочке, страх приходит от незнания того, что вы делаете, а когда вы не знаете, еще и боитесь, у нас получается, ну, такая, знаете, какая-то феерическая смесь, бомбическая. И вот сейчас вы тоже, я знаю, что вы смотрите блогеров на YouTube, и вы знаете, что кто-то у нас уезжает после 3 лет пребывания. Причем блогеры, мы об этом поговорим, мы сделаем об этом обзор, не говорят причину, то есть придумывают что-то, ну, и это всем видно, и по комментариям, и по тому, какая идет реакция. Почему это происходит? Потому что признаться в своих ошибках очень сложно. Обидеться на весь мир и сказать, что все плохие, это хорошо, это просто, это легко. А признать, что я сам не докрутил, я сам пошел не по той дороге, это очень сложно. При всем при том, когда мы выстраиваем с вами ваш собственный план, вот как раз на диагностической консультации, я предлагаю свою услугу в его реализации этого плана. И это может быть разные формы. То есть это может быть небольшой курс, да, по подготовке, это может быть моя личная помощь, мой личный коучинг в определенном промежутке времени. Может быть, вам нужна помощь при подготовке к переезду, или вам нужна помощь уже на месте, скорее всего, когда вы здесь будете. Очень часто это заканчивается тем, что мы готовим человека до приезда, а когда, ну, то есть им даже не готовим, а просто накидали план, то есть когда обозначена дорога, обозначено направление, человеку кажется, что вот я шел не в ту сторону, меня повернули, и я теперь все знаю. Но не забывайте, что нам здесь с вами встретиться придется. Поэтому, опять же, вот есть у меня курс в школе профессионального покупателя по влиянию и убеждению. То есть это курс больше всего по коммуникациям, о том, как выстраивать отношения, о том, как выстраивать долгосрочные отношения с людьми, с которыми вы хотите работать. Привет, Одесса! Обожаю Одессу. Так вот, в предыдущих роликах мы уже об этом говорили. Я рассказала свою историю переезда. Да, я, может быть, сейчас даже подумала, что не углубилась в историю выстраивания отношений. Но всю свою жизнь, знаете, я вот в прошлом ролике, когда мы говорили, кому подходит Испания, а кому нет, я не сказала одну просто такую вещь, потому что мы делали обзор, помните, да, мы делали обзор минусов работы в Испании. И я почему-то не затронула такую вещь, как Испания – это страна коммуникаций. И вот последний пункт, последний минус прошлого ролика был о том, что испанцы не умеют дружить, что ничего не знаю, моя хата с краю. На самом деле это совершенно не так. То есть если вы человек компанейский, вот кто был в Испании, кто отдыхал в Испании, вы об этом прекрасно знаете. И опять, когда мы говорим, не путайте туризм с миграцией, в принципе, люди, сами испанцы, само местное население, они достаточно
умеют сильно дружить. Кстати, есть какая-то статистика, я читала года 2 назад, с кем веселее всего отдыхать. То есть вот на первом месте стояли испанцы, потом итальянцы. То есть это люди, которые не говорят о работе, с которыми вот отдыхаешь душой и телом, что называется. Да, с этими людьми сложно дружить, если у нас кроме разговоров о бизнесе ничего нет, никаких тем. Но если вы по душам, про еду, про праздники, про детей, про вино, то все, это вот ваши друзья навеки, и они будут вас любить, потому что вы легкие. Испания легкая страна, вот к чему я и вела. То есть если у нас при переезде возникает одна проблема, вторая, очень сложно быть легким, очень сложно улыбаться и говорить, да ладно, все само пройдет, когда мы не знаем языка, когда мы не можем снять квартиру, потому что приехали к маю, например, и нам все говорят, нет квартиры, или все очень безумно дорого, легче всего обидеться. Но нужно посмотреть на себя. Сегодня мы находимся в сентябре. По сути, прошел летний период, прошел высокий сезон. И сейчас те, кто задумывается о переезде, вот как раз сейчас нужно смотреть квартиру на долгосрок, на длинный срок. Опять же, вот как раз сейчас нужно учить язык, потому что все школы, университеты, все, кто приглашает по студенческим визам, то есть если вы выбираете путь студенческой визы, и у вас срок пребывания не 3 месяца, после которых вы нарушаете паспортный режим, становитесь, ну, просто вот, как это, ну, нарушая режим, кем-то нелегалами, да, с большой буквы, а, допустим, вы выбираете туристический переезд, вы начинаете учиться, у вас есть 9 месяцев, чтобы легально посмотреть, насколько это вам страна подходит. Об этом тоже мы уже говорили более подробно в предыдущих видео, у нас их сейчас 5 на сегодняшний момент, и вы видите, что я тему меняю, и мне это безумно тяжело, у меня ломаются столы из-под компьютера, то есть там, не знаю, все летит, все крушится, только потому, ну, тема новая для меня, необычная, все, что сейчас я прописываю, то есть это все вот в первый раз, и вы первые мои зрители, которые это видят, поэтому, естественно, что я могу у вас попросить, это ваших вопросов и вашей поддержки, потому что мне очень просто, ну, мне намного проще работать, когда я работаю по вашим запросам, опять же, чем отличается консультанты от агентов по недвижимости, чем отличаются частники, вот вы откроете YouTube и вы набираете, и вы видите имена людей, которые с вами общаются, то есть это люди, которые действительно через себя все пропускают. Зачем мы это делаем? Ну, есть какая-то вот такая потребность. Очень многие работают дополнительно и все равно. Я почему сейчас об этом начала говорить? Потому что я хочу для вас сделать знакомство с самыми яркими блогерами по Испании. Яркими, самобытными. Опять же, я выбирала, я смотрела, я очень много, конечно, провожу статистики прежде, и я не хочу, как бы, да, вот мы начали, сделали первую пробу во вторник, ну, как бы обсудили минусы, но это нужно было сделать, то есть, чтобы показать, насколько все относительно. Я ищу блогеров, которые действительно стараются, да, которые от души работают, которые на своем опыте, как говорят, упорядочив свой собственный опыт, проанализировав его спокойно, ничего не продавая, я имею в виду, нет цели что-то вам продать после того, как, да, то есть после того, даже как вы обратитесь ко мне на диагностическую сессию, я предложу вам свои услуги, безусловно, но я работаю с вами не с целью вам вот чего-то продавать. То есть люди делают, ну, даже, как говорят, даже когда нам не платят, мы все равно работаем, мы все равно это делаем. То есть я хочу вас познакомить вот с такими блогерами, и таких блогерами, риэлторами, блогерами, людьми, которые помогают в эмиграции, то есть помогают в переезде, блогерами-консультантами, которые действительно берут вас за руку, ведут в Аютаменто, это мэрия города, или там нужно устроить детей на учебу. То есть люди, которые оказывают вот такие вот услуги, хотя у них есть основной заработок совсем другой. Ну, у кого-то есть такая потребность, у кого-то нет. Поэтому вот если вам эта тема заходит, пожалуйста, поставьте мне плюсики, а под этим видео после просмотра, если у вас есть любимый блогер, ну, то есть тот, с кем вы хотели бы поговорить, потому что прямые эфиры, вы
видите, проводят не все. Что такое прямой эфир? Когда мы вот так с вами общаемся, когда я отвечаю на ваши вопросы, не делаю сюжет по продуманному какому-то заранее плану, да, и мне бы хотелось, чтобы вот блогеры, которых мы видим, которыми, ну, да, восхищаемся, или, может быть, наоборот, мне бы хотелось пригласить их вот так же в прямой эфир, чтобы вы могли задать им вопросы. То есть, если у вас есть такие ребята, то, пожалуйста, пишите, я постараюсь с вами договориться. Сейчас у нас идет переговор, я веду переговоры с двумя блогерами, интересными очень. Ну, то есть, ну, один из них это не наш, не блогер с YouTube, а блогер с Инстаграма. Но в любом случае, если вы тему прокачиваете, то, значит, вы, наверное, и в Инстаграме тоже бываете. Что сказать про Инстаграм? Кстати, я не поставила свой Инстаграм сегодня на заставку, но мой Инстаграм Оксана Майкова, в описании к этому видео он есть, что в Инстаграме мы делаем истории, то есть каждодневно выкидываем нашу жизнь, показываем. Опять же, это тоже говорит о качестве. Я всегда говорю, когда, ну, как бы мне хочется думать, что когда вы выбираете себе человека в незнакомой стране, когда вы ему доверяете, когда вы ему платите или не платите, там как по договоренности у вас получается. То есть все равно вам хотелось бы знать о человеке больше, чем он дышит, сколько весит, что он ест. Ну, наверное, так. И вот сейчас YouTube, конечно, Instagram, он немножко оттянул, да, на блогеров в Instagram, потому что очень, да, Instagram оттянул у YouTube видеоконтент, часть видеоконтента, потому что вот вы видели перед началом, я взяла камеру, быстренько сообщила, что у меня сейчас прямой эфир, что-то рассказала, где-то что-то готовила, показала, то есть это стало проще. Поэтому, естественно, YouTube с Инстаграмом, если вы за кем-то смотрите, если вы кого-то для себя выбираете, с кем-то планируете работать, также смотрите, насколько человек открыт. То есть, опять же, открытость человека – это не его театральный талант или там актерский какой-то. Это достаточно, ну, если вы этим занимаетесь, вы прекрасно знаете, что да, это требует времени, хочется хорошо выглядеть, хочется что-то такое умненькое сказать, хочется, чтобы человек, но не всегда это получается, потому что иногда мы утром просыпаемся такие, не очень накрашенные, не очень в форме, скажем так чуть-чуть, только протерли глаза и пошли, а хочется о солнце или там, например, наоборот, девочки, хочется вам скорее это донести. Вот, поэтому я сейчас почему говорю, потому что у нас с вами 30 минут. Я жду ваших вопросов. Если вопросы есть, вы задавайте, пишите, звоните. Я жду, да, то есть, а пока, чтобы нам не сидеть в тишине, и посидели они в тишине. Я готовлю небольшую маленькую тему, чтобы немножко об этом поговорить. Так вот, в предыдущих видео, если вы их пропустили, вот в самых последних, смотрите, тем много. То, ну, я постаралась как-то поднять и поняла, что почему-то очень много говорю об иммиграции. Хотя, ну, не знаю, стоит ли создавать курс по правильной иммиграции, потому что это вообще-то дело лично каждого. Вот я сейчас проведу 100 консультаций, 100 стратегических сессий, на сегодняшний момент у меня их 52, немножко осталось, 48, и буду смотреть, какая больше тема, то есть в каком, скажем так, в каком направлении я больше всего нужна, то есть, да, то есть где я могу вам больше помочь. Мне безумно, ребят, нравится тема стартапов, то есть безумно, вот сейчас час назад начался эфир, парень, который работает много лет, не работает, а закончил, по-моему, ГИМО, и он работает в разных странах. И он в Испании там 3 года, по-моему, и он эмигрировал по визе стартап. То есть это потрясающе, то есть у него какой-то проект, да, какой-то проект, и на основе этого проекта, то есть он подал документы, планы, все, и Испания посчитала, что нужен такой человек здесь, и выдали ему визу. То есть, знаете, да, что такое стартап? Ну, я просто, знаете, чтобы не говорить не на понятном тарабарском языке, это, по-моему, вообще гениально. То есть стартап, он позволяет работать, и я безумно рада, что можно и по такому принципу тоже эмигрировать. Помните, в нашем самом первом видео, когда я начала говорить только VIP Elite Expert, а, кстати, те, кто меня знает, вот Людмила, да, мы много уже времени вместе, как говорится, и обучаемся, и работаем, и вместе уже прямой эфир даже проводили. То есть у меня давно эта тема, я всегда, давно говорю о том, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. И сегодня такое время, которое позволяет нам работать из любой точки мира. И даже не в этом суть, потому что все сейчас говорят, работайте, осваивайте интернет, то есть работайте из любой точки. Но знаете, о чем говорят очень мало? Опять же, это я на своих консультациях поняла, о том, как найти в себе этот талант. У каждого есть. Человек работает охранником, но воспитывает там прекрасных детей или вяжет потрясающие шапочки. Сколько на это можно заработать, это опять же вопрос,
люди ищут информацию о том, как вязать шапочки и как воспитывать детей. То есть свою экспертность продают не только психологи. Вот смотрите, я риэлтор, и в принципе немногие риэлторы делают ту работу, которую делаю я. Я, в общем-то, не слышала второго такого проекта, когда людей готовят к покупке недвижимости. Не продают им недвижимость, а именно готовят покупать самостоятельно. Да, то есть экспертность. Как я к ней пришла, потому что 20 лет проработала на рынке, на тот момент 13, правда, вот, и мне хотелось поделиться, и мне не нравилась философия работы агентства. Я прекрасно понимала, кто здесь кролик, которого привезли на развод, а кто здесь чем управляет. И я понимала, что каждый человек, открыв простые вещи, элементарные вещи, то есть понимая, что ты хочешь купить, а не надеясь, что я приеду и увижу. Но да, есть такой минус, как говорится, нашего образования, не учат нас инвестировать в школах, но не закладывается у нас это с детства. Ну что, приходится исправлять. Поэтому когда эмигрируют люди по стартапу, значит, у человека есть проект, у человека есть идея, да, в большей степени, и он эту идею видит, он видит ее реализацию. А страны, да, вот Португалия, Испания, да и вообще сейчас Европа открывает, потому что смотрите, что с Америкой произошло. То есть за счет вот этой долины коучинговой, за счет долина, у меня выпало слово, какая долина? Господи. Забыла про долину. Ну, да простят меня те, кто нас смотрит в записи, а кто меня смотрит впрямую, посмеетесь. Забыла, напишите, как долина называется. То есть собрали всех стартаперов. Кто такие стартаперы? Это люди, которые готовы к реализации, готовы к работе. Вот кого мне не хватает? Вот я брала к себе, сколько раз я брала к себе разных помощников, и мне не хватает человека инициативного. Инициативный человек тогда только, когда он своей идеей горит, и он видит ее реализацию. То есть вот для таких людей, талантливых, которые нашли в себе этот талант. То есть он не упал на них с неба. Ну, не на всех, конечно. Но каждый, я не видела ни одного бездарного человека. То есть, нет таких людей. Просто человек сам себя загоняет вот в такие рамки. И все, и потом что с этим делать. Так вот, для сегодняшнего, так как у нас немножечко времени осталось, в общем-то, вы меня поняли, да, о чем я хочу говорить и о чем я вас прошу после сегодняшней встречи. Я продолжаю онлайн-агентство 2 раза в неделю, в принципе, я справляюсь, но я бы хотела быть вам максимально полезна. И сегодня я, конечно, приготовила для вас, сейчас я открою анкетку небольшую. Кстати, она есть под этим видео. В описании вы можете ее параллельно открыть. Она у меня взяла и открылась. Так, она у меня открылась в другом окне. Сейчас я вам ее открою здесь. Ведь у меня опять же 2 компьютера. Поэтому вот, да, вот она. То есть это 3-й вопрос про возраст. Я подготовила ее сегодня для вас, чтобы как-то помочь вам чуть-чуть слегка, да, начать подготовку к иммиграции. Естественно, я хотела с вами ее разобрать. Да, вы ее скачаете, вы оставите мне номер телефона в этой анкете, да, напишите, как вас зовут, но... И потом, после уже заполнения анкеты, когда вы сами напишите что-то про себя, сейчас мы это разберем, то есть вам будет проще со мной работать на стратегической сессии. А может быть, в процессе заполнения вы поймете, что у вас ваши желания, ваши хотелки, как мы их называем, сформировались в какой-то определенный план. Вот если вам это сейчас поможет, то с этого момента, я думаю, те, кто задумывается, вперед. Те, кто проходил у меня курсы по подготовке к недвижимости, я это все связываю очень крепко. Когда вы переедете в Испанию, так поживете, поснимаете, вы задумаетесь о покупке. Это одна история. Почему я связала эти темы в своем проекте «Сам себе риэлтор», да? Почему я от VIP Elite Expert, когда я приглашала вас, пройдя стратегическую сессию, открыть в себе талант, начать его монетизировать и уже приехать в Испанию готовыми к работе, да, уже накачав себе, то есть понимая, сколько вы будете зарабатывать, начать подготовку там, я поняла, что я слишком хватила. Меня народ просто не понял никак. Я не знаю почему, но знаете, как всегда, где-то мысль, она бежит впереди времени иногда. Но когда я буквально я же сейчас очень много информации про иммиграцию, про
мониторю, да, как удобнее, как легче, как проще, как дольше задержаться, как больше получить. Поэтому я про стартапы я была рада. То есть, когда мне предложили несколько лет назад, лет 5 назад, то есть подать заявку на монетизацию моего стартапа в виде школы, я тогда еще не была готова. Не была готова, и почему-то я решила, что это какая-то временная, ну, временный такой вброс, и как-то больше об этом не думала, потому что все закрутилось, работы много, ну, как бы все стало развиваться, расти. Я как бы вот пропустила этот момент. Но когда сейчас я понимаю, что вот эту визу можно получить по стартапу, естественно, она не всем доступна. Естественно, вам придется освоить какие-то, может быть, кому-то даже и не стоит начинать, но более молодому поколению. Поэтому в третьем вопросе после имени, фамилии и телефона я пишу возраст, то есть когда начинать. То есть зарабатывать вы можете на своем таланте после того, как мы его откроем для вас. То есть у меня есть технология проработана о том, как открывать именно ту тему, в которой вам стоит монетизироваться. То есть, но если вы моложе 25, то вполне после окончания института, тем более сейчас с интернетом никого не удивить, можно начать работать, возможно, и над своим стартапом. Вот об этом будем говорить. Если вам больше, ну то есть это вот 25-30 лет, может быть даже 30-35, то есть никогда не поздно, если есть идея. То есть подать, расписать, понять план реализации, и может быть, да, может быть кто-то вот так, ну, то есть может быть страна пополнится, наша страна Испания пополнится умными людьми. Опять же, я сейчас задумалась о том, что откуда-то эти талантливые люди уедут, и стало немножко грустно. Ну, скажем так, давайте будем решать вопросы по мере их поступления. Мы сейчас решаем вопрос, как не ошибиться, да, как не понаделать ошибок при переезде. Так, если вам 40-45, то есть, значит, 40-45, что это за возраст? Опять же, если вы сейчас моложе, вы не поймете, если вы сейчас в этом возрасте, вы прекрасно понимаете, что это когда ты уже наработался на дядю, или когда ты уже в своей профессии как частный предприниматель, да, то есть как ИП, да, ИП в России у нас это называется, ну, я думаю, в Украине тоже как-то примерно так, то есть ты уже достиг определенных успехов, у тебя уже наработана клиентская база, от которой очень жалко уезжать, они же все остаются у тебя там, но у вас есть кейсы, потрясающие кейсы, вы уже специалист, и, в принципе, набрать новую базу несложно. Вот у меня девочка, которая делает, ну, помогает мне о себе заботиться, обо мне, то есть, вот, сколько ей понадобилось, меньше года, чтобы базу себе здесь наработать. И тоже с ней, если вам интересно, мы поговорим и встретимся. 45-50, когда? Это опыт, да, то есть это тоже не поздно, да, и вообще к этому возрасту люди уже задумываются о более хорошей жизни, и опять, что в 45-50, что в 50-55, ну, очень не хочется, наработав себе имя, сделав себе карьеру в своей стране, начинать с чего-то там непонятного, да, все это бросать и начинать убирать, мыть полы за кем-то, ну, как ухаживать. Это неплохо, конечно, если человек это выбирает, но я не вижу, что прям вот очереди, и люди прям об этом мечтали. Ну, если старше 60, тут история другая, тут уже надо говорить про пенсию и пенсионные, ни о каких стартапах или обучении уже здесь речи не пойдет. Но я почему поставила возраст? Потому что для каждого возраста, для каждой категории возраста есть определенный план переезда. Определенный, комфортный и, главное, экологичный, безопасный. Да, давайте сюда еще это возьмем. Потому что если вы сделали ошибку в 25, у вас еще вся жизнь впереди, 100 раз ее исправить, поменять, а может быть и не делать, потому что, может быть, лучше подготовиться. Если вам 40-45, то на ошибки уже не нужно рассчитывать. Если вы ошиблись, она вам очень дорого будет стоить. А если 50, там 60, то надо просто выбрать вот, ну, максимально безопасный способ переезда, если вы уже на это идете. Следующий вопрос, из какой вы страны города, ну он более такой, знаете, как, чтобы понять, откуда вообще люди интересуются, откуда люди едут, это больше для статистики мне нужен вопрос. Пятый вопрос я написала, род занятий, кто вы? Студент, фрилансер, наемный работник, частный предприниматель, пенсионер, без работы или кто-то другой. Опять же, вот здесь я, опять же, могу помочь только определенному контингенту людей, да, то есть не всем. Не всем. Если человек безработный там и сюда едет безработный, то, следовательно, что-то он в своей жизни не доделал, что-то он где-то не докрутил, и, конечно, ну, тратить свое время
ну, у меня его нет. Если фрилансер, то, опять же, да, мы проработаем, где здесь можно найти, ну, помимо, да, вы знаете, что фрилансер может работать из любой точки мира с теми клиентами, где у него вообще, когда они вообще по всему миру. То есть, но, опять же, фриланс чего? Где... Ну, то есть в чем фриланс? Так, вот Сергей мне пишет вопрос: Оксана, привет, у меня была миграция в жизни, но мне никто не объяснял, как объяснять, что это очень нужно, умница. Спасибо, Сереж. Ну вот, опять же, да, вот мы дружим с Сергеем. И, кстати, если он мне позволит взять у него интервью, мы уже об этом говорили, то есть у нас тоже будет очень интересный кейс. То есть Сергей это, ну, Сереж, Сергей уже не мой клиент, да, он как бы, мы уже дружим, ну, дружим давно, но тем не менее, это, знаете, это немножко отступление, к этому не готовилась. Сейчас очень много приходит мне рассылок, где вот такие лозунги, значит, сделайте из лидов клиентов, там, переделайте, там, заставьте их купить у вас, или там, ну, вот какая-то вот такая ерунда, и, ну, не ерунда, она меня просто коробит. То есть задача человека, ну, вообще в жизни, из клиентов делать себе друзей. Но это не значит, что у нас прекратились деловые отношения, да? То есть это никак, это не значит, друзья тоже и дружат, и вместе работают. Это не значит, что мой друг, на которого я работаю, мне зарплату, ну, например, не платит. И это не значит, что если вы начинаете на меня работать, я вдруг перестаю там с вами дружить. То есть вот есть в мире баланс, да, такая вот в мире есть баланс, и должен быть баланс. К сожалению, наш мир на сегодняшний момент мало духовен. Вот эта духовность, из которой дружба рождается, она утрачена на сегодня. Вот я не планировала об этом говорить, но тема всплыла неожиданно, потому что я вот даже в чате, пусть вас, ну как бы, да, я уже вижу двух своих друзей, людей, с которыми мы встречались, с которыми, да, с которыми у нас теплые отношения, и с которыми и мы друг другу помогаем. То есть это здорово. Поэтому немножко отступления. Спасибо, Сереж, что вовремя зашел. Я тут прям так, фух, разошлась. Итак, когда род занятий. Почему я пишу про род занятий? Потому что я для себя в том числе выбираю людей, с которыми я буду работать. Потому что я не хочу рассматривать свою работу как клиент и человек, который вот дает какую-то услугу. И, допустим, если у нас не получается доверительных отношений, вот даже после нашей консультации, и человек мне пишет: ну я теперь знаю, к кому обратиться, он очень сильно ошибается. Очень сильно, потому что я свое слово не сказала, а хочу ли я, то есть вправе выбирать. То есть мы два человека, когда вы ко мне обращаетесь, мы с вами общаемся, мы с вами там о чем-то говорим, мы с вами, ну, опять же, да, я пытаюсь понять, кто вы, потому что у вас есть шанс меня посмотреть на видео, у вас есть шанс увидеть, как я думаю, то есть у вас есть шанс проанализировать, что я за человек. У меня, к сожалению, такого шанса нет, и когда мы с вами встречаемся, я вижу вас первый раз, поэтому, конечно, я очень сильно стараюсь понять, чем вы дышите, что вы думаете, что вы любите, что вы планируете. То есть у меня нет для вас готового ответа на все вопросы, их вообще априори не существует. Поэтому я во главу угла ставлю интересы человека, с которым я, если буду работать, то я должна понять, что у него болит. У него, не у меня. Мои там хотелки, это мои хотелки, я их удовлетворю как бы сама или со своим коучем, да, или со своим психологом, как говорится. Вот. Но когда я работаю с людьми, мне хочется, чтобы человек получил то, чего он хочет. А мы можем получить от жизни все, чего пожелаем, помогая другим получать то, чего желают они. И вот к вопросу духовности, к сожалению, сегодня это утрачено. Каждый хочет получить что-то свое. Вот чуть-чуть увидел, что, ой, вот, ага, показали направление, побегу. А там, знаете, ну, беги без меня. Но я знаю, кому. Нет, не знаешь. Это я так. Это не потому что, ну, чтобы было понятно. Поэтому, когда мы пишем род занятий, мы должны с вами совпадать. Мы должны с вами энергетически совпадать. Вы должны брать... Мне нравится, когда люди ищущие, да, то есть они хотят. И не я за них ищу, потому что ищи, не ищи, за другого ты ничего не найдешь. А у нас есть такая история, когда я тебе заплатил, ты давай, а я в сторонке посмотрю и постою. Здесь тоже так не получится. Я вообще тоже об этом не планировала поговорить. Я же должна говорить, что я профессионально, очень прям такая вся себя. Я не такая. Я вот такая, какая я есть, то есть я сама сделала много ошибок, и в каких-то вещах я могу человеку помочь, в каких-то не могу. Если я не могу помочь, я говорю, я не могу вам помочь. Семейное положение, перейдем дальше.
Семейное положение: холост, с детьми человек, без детей или другое. Для чего? Вот для чего эти вопросы, опять же, вы должны сами об этом задуматься. Если вы переезжаете с детьми, да, то есть вы отвечаете за детей. И поверьте мне, почему-то очень многие об этом не думают. Я не знаю, почему кажется, что если в своей стране мы о них заботимся, то, переехав в другую страну, о наших детях позаботится кто-то другой, и наша прямая задача устроить их там в школу. Все. А дальше, знаешь, как портили, в школу подкинули. Это в какой-то пьесе «Ключ без права передачи», по-моему, называется пьеса. Вот вы, говорите, детей 7 лет портили, потом в школу подкинули. Вот здесь тоже получается такая история. То есть родители озабочены тем, как устроить ребенка в школу. То очень мало, может быть, да, может быть, каждый родитель переживает о том, ну, и, скорее всего, естественно, он об этом переживает, как ребенок будет адаптироваться, как он будет себя чувствовать, захочет ли этот сам ребенок здесь остаться. Ведь, смотрите, прожив со своим мужем здесь 12 лет, он уехал, и причем уехал с очень сильным психологически подорванным здоровьем. Это большая трагедия. И когда я говорила с психиатром, и психиатр говорит, что это типично, особенно для мужчин, иммиграцию мужчины не очень хорошо переживают. Мы, женщины, выходя замуж, я ж не случайно взяла пример, что иммиграция, это вот вышел замуж, переехал к теще или к свекрови, где все чужое. Это в прошлом видео мы, по-моему, говорили. То есть, где все не такое, как у тебя дома, где едят не так, как ты любишь. То есть, ну, вы сами знаете, я думаю, да, не буду повторять эти истории. Так вот, что касается мужчин, а что касается детей, это же, то есть, мальчиков и девочек. И это очень серьезный вопрос. И если его не задать, то даже если вам страна понравится, если она вам подойдет, а не подойдет вашему ребенку, ну, его можно на какое-то время, знаете, но я знаю пример на своем опыте, в своей собственной семье, когда я потеряла мужа, он потерял здоровье, психологически, все было хорошо и ничего не предвещало беды. Но это серьезный шаг, поэтому, опять же, я к этому вопросу серьезно отношусь, и опять же, на диагностической консультации мы будем прорабатывать этот вопрос, потому что, ну, должны быть приоритеты, и если море, солнце и пляж нравятся нашим детям в отпуске, то как они будут адаптироваться и какую работу мы с ними проводим до того, как мы переезжаем в эту страну. То есть, ну, чтобы, ну, я не говорю, что я самая умная, но тем не менее это тоже очень серьезно, и я, опять же, все, о чем я говорю, все, что я пишу, я это делаю из опыта общения с конкретными людьми. То есть я не читаю об этом какую-то литературу, книжки, я вижу конкретную проблему и пытаюсь ее решить. Сейчас одну секундочку, потому что у меня пошли мои гулять с собакой. Ага, сами зайдут. Итак, следующий вопрос. Когда вы приняли решение о переезде? То есть я здесь составила парочку вопросов, да, о переезде, чтобы вы могли на них ответить. То есть посетил страну, очень понравилось. Ну, вы примерно представляете, о чем я сейчас должна говорить? Да, не путаем туризм с эмиграцией. Многие близкие мне люди переехали, решил рискнуть, да. Опять же, тогда у нас пойдет с вами разговор там о определенной визе, то есть определенном месте пребывания, то есть определенном пути, если так, если мы смотрим, что на чужом огороде трава зеленее, может и мне ее себе тоже завести, а вдруг прорастет, правда? Такое же может быть? Мечтаю о Испании уже давно, смотрю видео, очень впечатляет. Не поверите, но вот такого типа людей у меня большинство. То есть мы смотрим, нам нравится, я задаю вопрос в полной уверенности, что... Причем мы, знаете, обсуждаем даже с людьми пляжи, которые человеку нравятся, ну, чуть ли не рестораны, и выясняется, что человек там не был. Это все по видео, по обзорам. Это другая история, здесь нужна другая подготовка, то есть если только человек мечтает. О чем я сейчас говорю, понятно? Другая подготовка, первый приезд, другое время пребывания. То есть я сейчас, чтобы уточню. Смотрите, когда мы берем трехгодовую визу, да, там у нас право пребывания без выезда 90 дней первых. Потом мы должны выехать и опять въехать, да, чтобы не нарушить паспортный режим. Так вот, когда мы ни разу не были в стране, то есть, да, не надо устраивать детей в школу, там, чтобы они устроились в школу, а потом у вас виза закончилась, вам нужно выехать, а что делать? Вы нарушили режим, потом вы никогда в жизни уже будете в черном списке, вам очень сложно будет эту черную метку снять, то есть будет куча проблем, даже если вы временно ее решите, она потом где-то когда-то всплывет. То есть, если человек ни разу не был, ему стоит приехать и посмотреть, как чего, как и где, да, то есть как.
вот для таких людей у нас есть программа, то есть мы будем вырабатывать одну программу. Если человек уже здесь был, то есть у него переехали родственники, друзья, он к ним приезжает там летом, зимой, осенью, он понимает, что да, он здесь спокойно, родственники, друзья помогут, подскажут, то тогда пойдем по другому пути. Что касается, опять же, по бизнесу, переезда по бизнесу, бизнесмены люди свободные, ну, фрилансеры в частности, мы прекрасно знаем, что, ну, то есть мы сами очень умные, потому что умеем работать с информацией. То есть люди, которые работают в интернете, которые работают через интернет, у нас есть определенный навык, не талант, определенный навык работы с информацией. То есть мы информацию воспринимаем совершенно по-другому. Поэтому для таких людей у нас будет другой разговор, и он будет строиться совсем по-другому. То есть там планы прописываются совсем по-другому. То есть вот почему я это делала. Так, налажена жизнь здесь, почему не попробовать кое-что новое? Тоже, то есть если жизнь налажена, если бизнес идет хорошо, то есть здесь с человеком у нас будет другой разговор, потому что есть и бизнес-виза, есть возможность остаться, есть возможность остаться в Испании, то есть по бизнесу, и, может быть, открыть какое-то предприятие, если человек умеет это делать, если у него все хорошо получается, то почему нет? То есть, конечно, тогда это будет совсем другой разговор. Вот сравните, да, если человек едет по бизнес, для открытия бизнеса, для работы здесь, это будет другой человек, который никогда не посещал эту страну, не видел и всю жизнь проработал, например, наемным работником. То есть это будут разные люди, это будут разные дороги. И для того, чтобы в этом разобраться, ребят, вот даже если, понимаете, даже курс по этому вопросу не написать, допустим, подготовка к покупке недвижимости, там понятно, там можно собрать группу небольшую и показать, да, как квартиры выбирать, где, как считать, какие формулы. Но когда мы говорим о смене жизни, я очень долго не брала эту тему, очень долго, потому что я человек аккуратный в этом плане, я очень боюсь навредить, то есть я не хочу никому навредить. Но если вы уже собрались, ну, я к этому пришла, видите, я немножко выросла, я стала, скажем так, более... как сказать, ну, наверное, чуть-чуть увереннее, да, и появились новые возможности, новые возможности. И мне очень хотелось бы, чтобы человек, опять же, не наделал ошибок, потому что я не буду говорить о том, что купите дом за 500 000 и у вас будет счастье. Даже если вы купите дом за 500 000 в надежде получить золотую визу, о которой сейчас говорят все адвокаты, потому что они большие деньги на этом зарабатывают, и им все равно, что будет с вами, если вам откажут. У вас будет дом за 500 000, и вы должны быть счастливы. Нафига он дом за 500 000, если вы не знаете, что с ним дальше делать, и покупали вы его исключительно для этой золотой визы, потому что так рассказали. Я вот этим не хотела заниматься и не хочу, и вопрос золотой визы у меня вообще не стоит даже в вопросах. Дальше. Сложно стало зарабатывать, упала прибыль, хочу переехать. Вы здесь видите проблему? Я вижу. И могу ли я ее решить? Я могу ее решить. Если упала прибыль, ее можно поднять. Если человек когда-то что-то создал, он может создать что-то на другом месте. То есть он может... Давай, все, помахай всем и уходи. Все, скажи пока, ребята. Я погулял, пришел довольный, с меня не сняли эту штуку, поэтому я пришел к маме. Но я тоже не могу снять. Подожди. Снять, подожди, посиди. Вот. Если упала прибыль и сложно, то здесь я тоже помогу, потому что, опять же, начинала и с партнерами бизнес, и сама его вела, ну, то есть сейчас веду свой бизнес, и работала наемным работником, и работала фрилансером в агентствах по недвижимости. То есть тут проблем нет, поможем. С возрастом и жизненным опытом приходит мудрость. Да, моя дорогая Ирма, совершенно верно. Вот, кстати, я не знаю Ирму, да, Ирма, я вас, по-моему, лично не знаю. Но, опять же, хочу вам сказать, что вы меня действительно очень сильно поддерживаете, особенно вот на новых проектах. Это потрясающе. Вот об этом я всегда говорю. То есть вот это должна быть связка между людьми. Так, хочу полноценной жизни, а не только дом и работа. Вот это психологически очень сложный, то есть вариант, да, вот здесь тоже опять, прежде чем давать какой-то совет и выстраивать какой-то план, согласитесь, нужно разобраться, что с человеком не так, что у него не получилось там, он действительно в состоянии ли человек это поменять, черта это его характера, или это какая-то временная депрессия, такое же тоже бывает, но никто, то есть очень мало людей, которым это интересно, действительно очень мало людей, которым интересны люди. Нам, интровертам, то есть вот мы, которые интроверты внутри, нам очень интересны другие люди, экстравертам интересен он сам, да, извне, а нам очень интересны другие люди, то есть и мы очень, ну как я говорю про интровертов сейчас, то
То есть очень интересно разбираться, очень, и опять же, я же говорила, да, что я по первому образованию актер драматического театра, и прописывать характеры из жизни своих персонажей, ну, это заложено с детства, с очень раннего детства, и от этого никуда не денешься. Так, в моей стране становится сложнее с каждым годом, нужно что-то поменять. Будем решать, что поменять, да, то есть что можно поменять и почему сложно. То есть есть страны, в которых действительно стало невыносимо, действительно стало сложно. Есть люди творческие и очень талантливые, которые не могут жить вот так вот, когда их за горло держат, это нормально, поэтому возможно, что вы здесь раскроетесь, и вас вполне возможно, что это ваша страна. Поэтому, поверьте, я в этом смогу разобраться, помочь. Хочу замуж за европейца. Ну, почему нет? Я, конечно, не сваха европейская, но тоже об этом могу поговорить, да, то есть мы можем как-то этот вопрос порешать. Я еще не решил переезжать, но проконсультироваться не помешает. И это тоже хорошо, да, то есть это тоже хорошо. Там нравится, выбираю, например, себе страну, да, какую-то, ну, то есть не понимаю еще, подойдет ли мне эта страна. И вы знаете, вот опять же, да, Людмила, я к тебе обращаюсь сейчас, потому что ты проходила мои курсы, мы с тобой много разных курсов вместе прошли. То есть я не настаиваю, допустим, когда я готовлю человека к покупке недвижимости, я не настаиваю на покупке. Я всегда говорю, что после прохождения курсов по подготовке к покупке недвижимости вы в конце курса можете понять, что это не ваше. Что вам не нужна здесь недвижимость. Ваши цели не совпадают с той действительностью, которая сегодня в Испании. И об этом мы конкретно говорим. То есть я не продавец недвижимости. И на курсах своих я действительно готовлю к покупке. И если в конце курса человек, и моя задача это дать человеку понять, что ему сейчас не надо, может ему вообще не надо. То есть, да, а уж об эмиграции что говорить? Понятно, что это прям совсем туда. Так, 8 вопрос. 8. Как планируете зарабатывать после переезда? У меня бизнес в своей стране, буду управлять дистанционно. Ну, вы понимаете, что вот эти вопросы, куплю квартиру, буду сдавать. Да, опять же, кто знает мои курсы, беспроигрышная стратегия арендного маркетинга, она растет каждый год, цены растут на недвижку, законы вот так вот зажимают нас, поэтому пройти этот курс по подготовке к сдаче, если человек решил купить недвижимость, у него на это есть финансы, как сделать из этого маленький бизнес, потому что, опять же, смотря других блогеров, многих, которые говорят, да нет, это вообще никак не вложение, это не инвестиции, вы этого не сможете. Конечно, кто-то не сможет, да, то есть у меня это не получилось, но у тебя не получилось. А у тебя почему должно получиться? Потому что ты кому-то ключи отдал, и для тебя никто ничего не сделал. Так это логично, и об этом мы постоянно говорим, что своим бизнесом надо заниматься самим. Сдача квартиры – это такой же бизнес, как все остальные, его надо выстраивать, нужно его прописывать, его нужно просчитывать, а отдав ключи кому-то, вы просто отдаете свою квартиру, и кто-то зарабатывает, это логично. Поэтому, если такая история, опять нам нужно с вами пообщаться прежде чем. Невозможно написать одну формулу для всех. Видите, сколько получается направлений, вот даже по... Работа в сфере туризма, очень многие люди хотят, и очень много вопросов, как туда устроиться. Я, ребят, почему не всегда смотрю в камеру, потому что у меня на маленьком компьютере как раз вот подключена анкета, поэтому я просто не могу, если смотрю в камеру, я не вижу анкеты, поэтому извините. Работать на рынке недвижимости. Потрясающий у меня курс VIP Elite Expert. Я с удовольствием возьму вас в связку, и мне действительно нужны помощники, я обучу вас, поставлю, и мы будем зарабатывать вместе. Мне нужны преподаватели в мою школу, пожалуйста, приходите, то есть об этом мы должны с вами поговорить. Так, я фрилансер, работаю через интернет, я дизайнер. Опять же, вот любой бизнес, вот о чем мы говорили сейчас про стартапы, вот в принципе какая-то часть вот этих вопросов, она как раз напрямую к ним относится. Открыть свой бизнес, уже есть план, видите как? То есть, как говорят, учитель приходит, когда ученик готов. Как только я была готова взять эту тему в разработку и в подачу, мне стали попадаться очень важные, очень нужные материалы как раз по этой теме. И я сейчас очень активно готовлюсь, но без вас этого никак
не сделать, естественно, потому что у меня свой стартап запущен. Почему до сих пор не переехали? Тоже вопрос важный, но вы на него сами ответите, потому что это тоже дело лично каждого, как долго человек готовится, как много чего он смотрит. Этот вопрос я бы, знаете, как назвала, как долго мне придется вас лечить? То есть, да, от чего и от чего? То есть, сколько вас набито ненужной информации, там, ненужных, ну, неправильных каких-то направлений, которые вы уже взрастили в себе, да, окучили и уже готовы собирать, а может и не надо трогать. Не все, что выросло, нужно трогать. Может быть, лучше заранее там от него отойти. То есть вот здесь тоже, как бы, да, каждому из вас нужно поработать. Еще раз напомню, что эта анкета у нас в описании, да, она стоит до диагностической консультации. И мне бы хотелось, чтобы вы это заполнили ее, чтобы вы ее заполнили. Я заранее ее посмотрю. Естественно, нам будет много легче, потому что я буду готова конкретно уже к вам, да, то есть опираясь на какие-то стартовые точки. Ну и что бы вы хотели узнать о переезде в Испанию, конкретно вы. То есть вот такая небольшая анкета. То есть, как вы видите, не очень много в ней вопросов, в каждое состоянии на нее ответить. Ну, а наше онлайн-агентство опять немножко превысило лимит времени пребывания в прямом эфире, но сегодня я почему-то чувствую от вас вот все, что вы написали, вот комментарии, да, пусть вас немного, но я чувствую, что вы меня поддерживаете, это очень важно. Наше агентство будет открыто, онлайн-агентство, как я его, может быть, я его как-то, знаете, как перефразирую, переименую там в онлайн-скорую помощь, как-нибудь вот так, ну, это я встретила на просторах интернета такое название, не знаю. Пока это будет онлайн-агентство, потому что я не перестаю заниматься недвижимостью в плане того, что я готовлю к покупке наши курсы. То есть, да, я их сейчас, видите, не рекламирую, немножко торможу, потому что я сейчас хочу разобраться больше, ну, вот в этой теме, чтобы поставить ее уже на твердые ножки, чтобы она приносила пользу вам прежде всего, да, всех, кто меня смотрит. Итак, агентство, онлайн-агентство по недвижимости «Сам себе риэлтор» открыто по вторникам и четвергам в 21:00 по московскому времени, то есть в 20:00 по испанскому. Я вас жду, приходите. То есть какую-то информацию я скидываю в Инстаграм, то есть там напоминания есть. И если вы подписаны на мой канал, у вас стоит колокольчик, вам придет напоминание о том, что да, я начала прямой эфир или сегодня будет прямой эфир, потому что я его планирую чуть-чуть раньше, чем начинаю. Темы обсуждаем разные, я с удовольствием обсужу темы, которые интересны лично вам. Поэтому те вопросы, которые вы пишете под моим видео, те обсуждения, которые я вижу под своими видео, то есть пока сейчас ваша поддержка, да, вы пока даете мне руку помощи и говорите: Оксана, держись, ты молодец, ну, то есть, знаете, как мы тебя поддерживаем, да, я это вижу, но, опять же, мы можем вместе работать, то есть, да, ну ладно, про форумы мы поговорим с вами в следующий раз, я тоже эту тему готовлю. И вот я просила в начале, да, если вам какие-то блогеры интересны, испанские, те, что по Испании работают, пока давайте сузим тему до Испании, вот, то пишите, я тоже отвечу. Ну и если вы еще не прошли у меня диагностическую консультацию, но вас интересует Испания, вы видите, что даже в анкете я даю такую возможность проконсультироваться даже тем, кто только смотрит в эту сторону, ну и еще совсем, ну как бы не знает, готов, не готов. Ну вот давай поговорю с человеком, который здесь прожил 21 год. Спасибо вам большое, что вы со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это сейчас безумно важно. Пишите комментарии, это еще более важно. Да, кто смотрит меня через Facebook или через ВКонтакте, ребят, пожалуйста, комментарии пишите на YouTube-канале. Ну, я понимаю, что не все могут, ну, вот если человеку немножечко то комментарии идут на другом ресурсе. Но это не важно. Главное, что вы со мной. Все, пока-пока, люблю вас. Хороших вам выходных уже скоро.